определение, что ваше место силы – это ваше жилье, и это место любви. И если вы просто берете и прокачиваете место любви свое энергетикой, ну, неважно, вы делаете зарядку, вы медитируете, вы делаете там какую-нибудь йогу, вы делаете цигун, вы просто там боксируете там полгруши или просто бегаете по своей комнате, но при этом вы высказываете намерение, что вы излучаете любовь и наполняете любовью все пространство, которое у вас есть, а если вы решили позлиться, поругаться, понервничать, попереживать, вы выходите из своего дома, к примеру, в лес или в сад, или в парк, там ходите, переживаете, нервничаете, расстраиваетесь, потом вошли в нормальное состояние, зашли в свою комнату, пожелали всем любви, и вот если вы это делаете многократно в этом месте, вы порождаете место силы намного больше, чем святые места. В Днепре есть одна больница, которую использовала здание монастыря. И там рассказывали мне историю, что в одной из палат всегда выздоравливали любые больные, даже которые были практически смертельно больны. Только по одной простой причине. Там какой-то монах жил и молился. И молился в любви, и молился в состоянии счастья, и молился в состоянии приятия. И когда люди попадали в эту комнату, как я уже говорил, мы тут с вами испытывали любовь, мы тут с вами накачивали любовь, мы тут создавали условия, чтобы было много-много энергетики, счастья и здоровья, богатства, молодости, долголетия. И она потом влияет на нас. То есть мы когда берем и с любовью пишем картину, или с любовью делаем стул, или с любовью там делаем какое-то дело, или там моем посуду, то потом мы берем эту тарелку или эту чашку, и мы понимаем, что в ней есть то, что мы заложили, и в зависимости от того, сколько раз мы прикасались к этой посуде, к этому стулу, к этому столу, к этой ложке в состоянии любви, настолько мы туда закладывали эту любовь. И я вспоминаю, когда Дубицкий был, я не знаю, может, он уже и не жив, потому что я его считал в молодости, он уже тогда был такой достаточно взрослый экстрасенс-целитель Дубицкий. И он тогда еще ездил к Ванге, она была еще здорова, хоть и была уже слепой, и только она была слепой из-за того, что сформировала нейронные связи, и она мыслила через не очень созидательные образы. Не все, что она говорила, исполнялось, потому что если вы приходите энергетически мощный, с вас считывать просто информацию легко. А когда приходит человек, который в страхах, в неверии, в нерешительности, в обидчивости, в депрессии, в подстраивании, ты приходишь, она такая: да фиг его знает, какое-то пустое место пришло. Не знаю, что считывать, что рассказывать. И некоторые люди говорят: я пришел тут к одному ясновидящему, он вообще обо мне ничего не мог сказать. А на него смотришь, думаешь, что ты уже умер, а что тебе говорить? Тебе просто надо дойти на кладбище, занять свое место и прям реинкарнировать. Потому что у тебя нет желаний, у тебя нет целей, у тебя нет намерений, у тебя нет предназначения. И поэтому он приходит к ней и думает: а что делать? Ну, пошел на рынок, купил какую-то чашку, которая ему понравилась, пришел и подарил ее. И знаете, первое, что сделала Ванга, она взяла ее в руки и говорит: эту чашку держал в руках какой-то очень добрый человек. И мне прям приятно от того, что в нем много любви. Я всегда буду пить из этой чашки. Смотрите, он только купил ее и подержал в руках. А так как он целитель, экстрасенс, и он очень много времени занимался тем, что думал созидательно относительно других людей, которые к нему приходили, чтобы они выздоравливали. И вот это информационное поле, которое было заложено в нем на уровне физики, генетики и энергетики, оно взаимодействует с чашкой и излучает это все. И у меня есть один мой знакомый экстрасенс, я только начал заниматься этими всеми вещами, и мне было интересно, как все происходит. И когда открывается видение, ты хочешь смотреть на все, вот везде. Кто что думает, кто сколько проживет, насколько он здоров, что ему нужно сделать, чтобы он был богат. То есть занимаешься фигней полной, да? И в какой-то момент мне стало интересно, а как этот человек находит светлые места, силы, куда он садится. А я смотрю, там, он сел на самое лучшее место, он взял самую лучшую чашку, он пошел и стал в самое светлое место. И я думаю, да что ж такое? Думаю, сейчас буду
предугадывать его действия и смотреть, где он сядет, за что он возьмется, где он станет и как он выбирает эти святые места, такие прям чистые и классные. И я обнаружил, что он ничего не выбирает. Просто он куда садится, там проявляется любовь. Все. То есть он садится, и это место становится светлым. Он берется за что-то, и оно наполняется энергетикой. Он излучает это, и он этим формирует событийность.